Всем здорово, народ! Сегодня буду краток, так что давайте сразу перейдем к сюжету Call of Duty 4 Modern Warfare. Но перед этим, чтобы не отвлекать вас от просмотра в дальнейшем, напоминаю за лайки, подписки и комментарии. Не забывайте, пожалуйста, о таких простых для вас и таких приятных для меня вещах. Это очень сильно помогает развитию канала. Также для желающих поддержать меня копеечкой, в описании есть ссылка на донат. Всем спасибо! Игра начинается с ролика великобританского спецподразделения САС, разделенного на хорошее и плохое. Из хорошего – гражданская война в России, где на карту поставлены 15 тысяч ядерных боеголовок, и Халед Аль-Асад, второй по влиятельности человек на Ближнем Востоке, желающий стать первым, за которым в данный момент следит разведка. А вот плохая новость – это новичок в команде под позывным Сол, который в данный момент уже проходит небольшое обучение. После тира мы направляемся к капитану Прайсу, одному из самых известных персонажей серии Call of Duty. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соул. Он и отправляет Соупа на прохождение полосы препятствий, результат которой покажет рекомендуемый уровень сложности для игрока. Определившись с желаемым уровнем проникновения, капитан Прайс сообщает о предстоящем вылете на операцию. Необходимо найти посылку на борту корабля террористов в Беринговом проливе. Под покровом ночи бойцы десантируются с вертолета и сантиметр за сантиметром зачищают судно, пока в трюме не натыкаются на контейнер, внутри которого и лежит необходимая им посылка. Ей оказывается некая коробка со знаками радиационной опасности. Забираем оттуда накладные и спешим поскорее покинуть судно, так как нам сообщают, что приближаются две неизвестные воздушные цели. Не успев и 10 метров пробежать, команда сталкивается с новой проблемой. Прайс помогает встать Соупу, и отряд спешно направляется к точке эвакуации, пытаясь успеть до превращения судна в подводную лодку. Запрыгнув в вертолет, Соуп начинает соскальзывать, однако Прайс быстро ловит новичка, затягивая его вовнутрь, чтобы и он смог понаблюдать за спуском судна вглубь морскую. На этом операция завершается, а игроков переносят на Ближний Восток, наблюдать за последними минутами жизни местного президента Аль-Фулани, от которого в прямом эфире избавляется ранее упоминаемый Халед Аль-Асад. Все начинается с умелой упаковки президента в машину, чтобы тот мог в последний раз взглянуть на то, к чему привели его решения при власти. Водителем выступает неназванный боец, а вот рядом с ним сидит персонаж, будто сбежавший из 90-х, но о нем уже по традиции будет чуточку позже. Президента везут по улицам города, погруженных в хаос и разруху. Тут же мы можем слышать, как глава местных бунтующих Аль-Асад толкает не самую приятную речь, всячески обвиняя президента в разрухе вокруг и сговоре с западными странами. Однако слушать нам его еще недолго осталось, ведь мы приехали к месту, где президента выкидывают из машины и тащат к столбу. Тут мы можем видеть странного лысого мужика без руки, который отдает Халеду Desert Eagle. Калибра 50. Ствол чуть ли не в глотку засовывается президенту, и Халед становится первым по влиянию человеком на Ближнем Востоке. Теперь игроков снова переносят к отряду капитана Прайса, который отправился на Кавказ, чтобы спасти Николая. Николай – информатор британских спецслужб. Именно он и сообщил о посылке на ранее затонувшем судне, однако сепаратисты его рассекретили и теперь держат в местной деревне. Отряд Прайса пробивается к указанному месту, на подходе к которому они встречаются с отрядом лоялистов, во главе которого стоит сержант Комаров. После небольшого приветствия Прайс пытается узнать, где Николай, но Комаров не отвечает на вопросы и указывает на то, что сепаратисты кошмарят долину, избавляясь от мирных жителей, и просит помочь с зачисткой этой самой деревни. Заняв снайперскую позицию, бойцы САС помогают лоялистам в начале зачистки деревни, после чего направляются на следующую точку, где ГАЗ все-таки не выдерживает и начинает допрашивать Комарова, чтобы узнать, где находится пленник и что с ним. Под угрозой жизни отряд получает нужную информацию и направляется к дому на краю деревушки, где ГАЗ отключает свет, и нам необходимо при помощи ПНВ и наших навыков зачистить здание. В самой дальней комнате отряд находит Николая и сопровождает его до точки эвакуации. Улетая на вертолете, Николай вместе с нами узнает, что через несколько часов американская армия начнет штурм города, где и должны будут схватить Аль-Асада, на что Николай отвечает, что диктатора не удастся взять живым. Игроков снова переносят, в этот раз на ранее упоминаемую операцию по поимке сепаратиста. Все происходящее мы будем наблюдать глазами американского морского пехотинца Пола Джексона. Высадившись, отряд направляется к зданию, где должен находиться Аль-Асад, но его там не оказывается, и нам докладывают, что он ведет трансляцию с телестанции. Туда отряд и направляется, где подрывает дверь и, раскидываясь свинцом, нападает
направо и налево, попадает в нужную комнату телестудии. Но и тут мы терпим неудачу, ведь никакого Аль-Асада тут не оказывается, а ранее упоминаемая прямая трансляция – это всего лишь запись. Командир отряда, лейтенант Васкес, докладывает информацию о захвате телестудии и получает приказ вместе со своими бойцами отправляться к месту, где в болоте застрял танк. Задача предельно проста – добраться до указанного места, зачищая территорию от противника, по пути заложив небольшой подарочек демократии чуваку на зенитке, благодаря чему мы можем вызвать отряд техников для починки танка. Но на это уйдет много времени, так что Васкес командует занимать оборонительные позиции. А игроков тем временем переносят к отряду капитана Прайса, который не успевает эвакуировать Николая, ведь в вертолет прилетает разрывная штука. После такого неожиданно близкого знакомства вертолет терпит крушение, где в живых остаются Николай, капитан Прайс, Соуп и Газ. Но тут отряду везет, ведь им на помощь вылетел AC-130. Осталось только добраться до точки эвакуации, куда отряд и направляется, по пути сталкиваясь с несколькими патрулями и вертолетом, который Соуп успешно сбивает при помощи Стингер. И тут на подмогу подлетает AC-130, а игроков переносят в шкуру неназванного стрелка из этого самого летательного аппарата для огневой поддержки отряда на пути следования к точке эвакуации. Разобравшись с кучей противников и обеспечив отряду Прайса безопасный отход, игроков переносят обратно к морскому пехотинцу Полу, где техники уже вытащили танк из болота, и теперь он готов радовать террористов своим большим и длинным стволом, пробивая путь для отхода. Ведь залезшие во дворец президента морпехи сообщают, что Аль-Асад находится в столице, а в этом самом дворце они находят ядерное взрывное устройство. Игрок садится за вертолет, размещенный в бочине вертолета, благодаря чему уничтожает еще толпы сепаратистов. Однако не все так просто. Сопровождавший нас вертолет сбивают, и отряд решает под угрозой не успеть эвакуироваться до взрыва, высадиться и забрать еще живого пилота. После успешной эвакуации отряд закидывает раненого бойца в вертушку и покидает зону боевых действий. И тут происходит взрыв. Отряд почти полностью погибает, кроме нашего главного героя, который из последних сил выбирается из останка вертолета, чтобы игроки воочию увидели последствия. После чего и он погибает. На этом миссия по уничтожению Аль-Асада должна быть выполнена. Однако этот гаденыш оказывается живым, ведь на Ближнем Востоке его вовсе не было. Николай сообщает, что все это время он попивал коктейльчики у себя в секретном штабе в Азербайджане. Туда отряд Прайса и направляется, где встречается с группой Комарова и уже вместе с ним зачищают деревню. В итоге, дойдя до амбара, куда капитан Прайс закидывает флешку, Соло расправляется с двумя охранниками и спешно приступает к допросу. Однако никакой важной информации он не узнает от Аль-Асада, как вдруг на телефон террориста поступает звонок, откуда Прайс узнает, что главный во всей этой ядерной заварушке тот самый лысый без руки по имени Имран Захаев, после чего Прайс избавляется от Аль-Асада, даря ему почти 15 грамм свинца. Узнав настоящего злодея, игра переносит нас на 15 лет назад, когда Прайс был еще лейтенантом. В тот момент он выполнял всякую грязную работу, одной из которых стала ликвидация того самого Захаева, который на территории Чернобыльской зоны отчуждения, а точнее в Припяти, пытался продать урановые стержни из реактора для создания ядерного оружия. В тот момент Прайс и капитан Макмиллан, минуя патрули террористов, направляются в город, уже подготовленной снайперской позиции. На месте Прайс берет в руки волыну, пуляющую 50-м калибром, вот такими вот малышами. А вот вам для примера 5.45 и 7.62. И вот еще более наглядная картиночка. Так вот, взяв в руки М82, капитан Прайс вместе с Макмилланом наблюдают встречу террористов и после одобрения выстрела поражает цель. Однако Прайсу не удается ликвидировать Захаева. Пуля попадает в руку злодея. После чего Прайс уничтожает вертолет, и отряд спешно покидает позицию, направляясь к точке эвакуации, по пути сбивая еще одного крылатого, который, падая, выпускает несколько ракет и уже на земле лопастью ранит ногу Макмиллана. Теперь Прайсу необходимо тащить капитана на себе до точки эвакуации. Дойдя до колеса обозрения, ложим Макмиллана на удобную позицию и расставляем несколько разрывных подарков, дожидаясь вертолета, который не особо-то и спешит. Поэтому отряду приходится избавиться от еще пачки солдатиков, и как обычно
Отлично, мы успешно улетаем с миссии, в этот раз оставив после себя горы тел и кусок ноги Макмиллана. Игра переносит нас в настоящее, где отряд Прайса держит оборону в деревне, где ранее укрывался Аль-Асад. Бойцы Захаева спешат на помощь уже покойному Аль-Асаду. Однако отряд Прайса минирует холмы и ловко избавляется от нескольких волн противников, после чего вертолет забирает отряд. Теперь у Прайса есть план, как достать Захаева, который после неутешительных новостей залег на дно. Нужно достать его сына, того самого чувака в модном костюмчике, который оказывается еще и лидером сепаратистов на территории юга России. Отряды Прайса, Комарова и морской пехоты США направляются на точку, где, избавившись от охраны на точке пропуска, занимают выжидательную позицию, перед этим переодевшись в форму охранников, ранее стоящих тут. С людьми в колонии начинают говорить бойцы Комарова, отвлекая внимание, а все остальные начинают раздавать свинцовые подарочки, при этом не трогая машину с пацаном. А этот малолетний дебил пытается как в Форсаже уехать, но врезается в вышку, после чего пускается в бега уже на своих двоих. Но далеко ему уйти не суждено было, и на крыше одного из зданий мы его окружаем. Не успев ничего узнать, малой отправляет свои мозги на прогулку. После гибели своего сына Захаев предъявляет ультиматум Западу. Если их войска немедленно не покинут территорию России, Захаев использует ядерное оружие. Сам Захаев находится на базе на Алтае. Там же хранятся и ядерные боеголовки. Бойцы САС вместе с американцами отправляются на Алтай, чтобы захватить эту базу, взяв под контроль ядерные ракеты. Высадившись, отряд Прайса ловит сигнал маяка одного из американцев, штаб-сержанта Грикса, который неудачно высадился, и его схватили в плен боевики. А так как вся необходимая взрывчатка у него, Прайсу приходится зайти за ним, зачищая территорию от вояк. Освободив бойца, они все вместе направляются в сторону базы, рядом с которой при помощи взрывчатки подрывают опору ЛЭП, чтобы другая группа могла чуть легче зайти на базу. А вот уже на подходе к центру запуска отряд видит пуск 2 ядерных подарочков, получая дополнительную задачу – обезвредить ракеты до их прилета. Зачистив территорию базы от недовольных сепаратистов, мы спускаемся по тросам в одну из ракетных шахт. Уже внутри командование передает Прайсу коды обезвреживания, добавляя, что времени совсем мало. Пока мы пытаемся пробиться через толпы противников, начинается пуск и остальных ракет. Однако нам все-таки удается проникнуть в центр управления и ввести коды, уничтожающие ракеты еще в воздухе. Тут же нам поступает информация, что Захаев бросил на нас все силы, а так как Прайс не из глупых, он командует отряду собираться и быстро сваливать подальше, захватывая несколько машин, на которых мы и пытаемся доехать до точки эвакуации, по пути отстреливаясь от почему-то злых солдат. Однако все идет не совсем по плану, ведь за нами вылетел вертолет с Захаевым, который подрывает мост прямо перед нами, тем самым останавливая колонну. Отряду остается только из последних сил отстреливаться от сепаратистов. В конце концов, чуть ли не теряя сознание, Соуп видит, как Захаев в сопровождении 2 террористов входят на мост и избавляются от выживших бойцов САС и морпехов. И тут внезапно подлетают вертолеты Комарова, которые подрывают вертушку Захаева. В этот момент Прайс кидает нам свой пистолет, и нам достается участь привести приговор в исполнение, даря свинец Захаеву и его охранникам. Комаров спасает Соупа, и вертолет перевозит его в больницу. Последнее, что видит Соуп перед потерей сознания, Прайс лежит не шевелясь, а медик делает ему искусственное дыхание. И на этом моменте и заканчивается Call of Duty 4 Modern Warfare. Тут еще, конечно, есть эпилог, но о нем очень кратко. Мы за неназванного бойца в составе отряда спасаем какую-то важную персону из рук террористов на борту самолета. Один из нас пристегивает спасенного заложника к себе, и мы выпрыгиваем из самолета, тогда как самолет, в котором находилась бомба у одного из погибших пассажиров, взрывается в воздухе. Вот теперь точно все. Даже не знаю, что и сказать. Это были мои первые 2 прохождения этой игры. Да, вы все верно услышали. Впервые я запустил эту игру буквально 2-3 недели назад. И это был довольно интересный и довольно неожиданный опыт. Приятно играть в проект, где качество и насыщенность сюжета ставились на первое место, особенно в сравнении с новыми играми Ubisoft. Хочу отметить сложность этой игры. Проходя на максимальной сложности, моя жопа успела несколько раз преодолеть скорость звука, особенно в миссии со штурмом телестудии. Там единственным вариантом выжить было брать снайперку и в миллиметрах высовываться, чтобы сразу же не словить очередь. Так при этом нужно было еще и гранаты успевать обратно выкидывать. Ну да ладно. Сегодня у нас видео только по сюжету, так что я заканчиваю. А ведь наверняка до этого момента вообще никто не досмотрел. Напоминаю, что для желающих поддержать меня копеечкой в описании есть ссылка на донат. Всем спасибо за лайки, комментарии и подписки с прожатым колокольчиком.
Скоро я вернусь к вам с новой игрой и новым сюжетом. Удачи!